Приступаем к вязанию шляпки. В кольцо амигуруми набираем 7 столбиков без накида. Стягиваем колечко. Переходим ко второму ряду. Во втором ряду мы с вами вяжем 7 прибавок. В конце ряда у нас будет 14 столбиков без накида. Третий ряд. Мы с вами вяжем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда 21 столбик. Довязываем этот ряд, и следующий 4-й ряд мы будем провязывать также 21 столбик без накида. Пятый ряд. Вяжем столбик без накида, прибавка, столбик без накида. Так мы будем повторять 7 раз. В конце ряда у нас получится 28 столбиков. Довязываем этот ряд, и следующий 6-й ряд мы вяжем 28 столбиков без накида. Седьмой ряд. Мы с вами будем вязать 3 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас получится 35 столбиков. Восьмой ряд. Вяжем 2 столбика без накида, прибавка, 2 столбика без накида. Так 7 раз. И в конце ряда у нас будет 42 столбика. Девятый ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка. И так 7 раз. В конце ряда у нас получится 49 столбиков. Довязываем этот ряд, и следующий 10-й мы вяжем 49 столбиков. У нас уже, смотрите, вырисовывается шляпка. И мы с вами приступаем к 11 ряду. В 11 ряду мы вяжем 3 столбика без накида, прибавка, и 3 столбика без накида. И так 7 раз. В конце ряда у нас будет 56 столбиков. У нас с вами прибавочки получаются со смещением. Так красивее ложится все полотно, лучше смотрится.
Довязываем этот ряд. И следующие два ряда, 12 и 13, мы провязываем по 56 столбиков без накида. Четырнадцатый ряд мы с вами будем вязать за переднюю стеночку. За переднюю. Обычно вяжем за заднюю, а в этот раз будем вязать за переднюю. Мы с вами будем провязывать 7 столбиков без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас с вами получится 63 столбика. И прибавочка. И так потихонечку довязываем до конца ряда. В конце 14 ряда прибавочка у нас должна быть. Мы делаем самую последнюю соединительный столбик. Переходим к 15 ряду. 15 ряд мы вяжем 3 воздушные петли. И дальше провязываем 2 столбика с накидом в одну, но у нас один уже есть. И мы сюда же в основание будем провязывать еще один столбик с накидом. То есть у нас прибавочка, вернее 2 столбика с накидом. И затем в соседний мы провязываем 3 столбика с накидом. То есть в принципе мы могли бы оставить вот наш грибочек вот таким. Его пришить. И все, и он такой немножко скучный был бы. Мы сейчас его сделаем такого повеселее, поажурнее. Так, 2, 3. И так и будем чередовать. В каждую петельку 2 столбика с накидом и 3 столбика с накидом. И так чередуем. И у нас такая получится каемочка такая. Красивая. Вот такая. Продолжаем до конца ряда. Довязали 15 ряд. Делаем соединительный столбик и обрезаем ниточку так, чтобы у нас осталась нить для пришивания. Вот такая веселая шляпочка. Теперь вот эту ниточку мы перетянем немного вниз. Там, где, помните, мы вязали с вами за передние, и вот задняя стеночка вот у нас осталась. Так, пока мест перетягиваем. И сейчас я предлагаю не пришивать сразу шляпку, а сначала ее украсить. То есть, смотрите, так как это мухомор, нам нужно с вами светлые пятнышки. Светлые пятнышки мы можем сделать разными способами. Можно вывязать, тут получается 6 столбиков в кольцо амигуруми. Можно их пришить, можно их приклеить. И у нас получатся вот такие вот цяточки. Вот. А я предлагаю... Можно пришить, кстати, бусинки какие-то. Будет очень интересно смотреться, подблескивать будет.
А я предлагаю вышить вот таким французским узелком. Находим место, куда мы будем делать. Делаем 3 оборота. И выводим в соседнюю. Такие пятнышки. Три оборота. 1, 2, 3. И вывожу в соседнюю. Не туда же. И не сильно затягиваю. Все. И так продолжайте. Вот такая шляпка. Это узелками. В остальном выбирать вам. Теперь нам осталось что? Пришить шляпку к основному грибу. Значит, смотрите, здесь мы спустили ниточку вот к этим петелькам, которые у нас остались свободные. И теперь прихватываем. Вот смотрите, задняя сторона, задняя сторона. Я так соединю их. И теперь просто мы прошиваем. Здесь за задние стеночки, а там за петельки, которые у нас остались. И потом мы добавим еще холофайбер, естественно. И все, теперь петелька к петельке мы с вами прошиваем. Потихонечку, вот так, подряд все. Вот смотрите, почти прошила полностью. Наш грибочек оставила небольшое отверстие, чтобы добавить холофайбер. И потом дошить дальше. И все, наш грибочек в принципе уже готов. Вот такой грибочек у нас с вами получился. Замечательный брелок. Мухоморчик. Здорово. Ну, естественно, я не стала уже останавливаться на всем этом достигнутом. Кстати, рост нашего грибочка получился 10 сантиметров. И я решила сделать его эмоциональным. Поэтому я взяла глазки 10 миллиметров. И сейчас я их вот так приклею. Глазки я приклеила. И теперь ввожу иголочку. Сделаю носик. Такой маленький. И еще разочек. И вывожу сюда, вот в серединку. И вот так вот вниз. Из-за того, что у меня в 2 ниточки, видите, немножко так путается. Так, равняем. Ну, вот такая мордаха.
Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам больше понравилось. Чтобы грибочек был просто грибочком. Или вот такой, с эмоциями, с глазками. Как вам больше нравится. Все, теперь мы эту ниточку прячем. Вот так вот. Решила сделать еще один штрих. Вот сюда вышить такие вот нежные щечки. Они так сильно выделяться не будут, но будут оттенять красоту нашего гриба. И пропускаем, получается, проходим через раз, два, три, в третью. И здесь тоже в краешек. Такую вот третью. Вот такая щечка. Да, он такой повеселее становится. И здесь пропускаем третью. Единственное, вот глазки у меня, видите, такие клеящиеся. И вот они такие лупоглазенькие немножко. Я бы сюда взяла, конечно, более плоские, но у меня таких нет. Раз, два, три. И вывожу вот сюда, где вводила. И все, сейчас узелочек и прячем. Так, а ну давайте смотреть. Как вам? Красота? Можно, конечно, здесь сделать тенями, оттенить. Ну, я люблю вышивать. Вот теперь он готов. Вот такой грибочек у нас с вами связался. Как брелок он, конечно, будет очень интересный, но пустовато, поэтому я решила, что сюда нужно добавить листочки. Мы с вами недавно вязали листочки вот такие. Я делала брелок. И вот я решила, смотрите, листочек, который идет как аппликация, его можно вот сюда пришить как-нибудь. Вот так вот, как будто он падает, да? И плюс на цепочку к брелку еще прицепить вот такие листочки. Как вам моя идея, я не знаю. Надеюсь, узнаю об этом в комментариях. А сейчас я приступлю к декору. Окончательному варианту нашего брелочка. Ну и вот, после всех манипуляций я пришила листочек и прицепила на цепочку вот еще 2 листочка. У меня получилась вот такая замечательная штучка. Брелок очень интересный, необычный, веселый, забавный. Пишите в комментариях, понравился ли вам мастер-класс. Вязали вы такой грибочек? Ну, я думаю, раз вы смотрели, значит, вы должны связать. На этом пока. До встречи!